Привет, друзья! Мы сегодня приехали не просто поготовить, но и попутешествовать в гости к Алексею, канал Шеф Шаров. Мы приехали в Кострому знакомиться с местной культурой, с местными национальными блюдами. В город Плес отправились, попутешествовали, насладились, пропитались культурой. И сегодня будем готовить местные национальные блюда. Тихон, спасибо тебе большое. Сразу видно, что ты коренной москвич, потому что только в Москве меня называют по фамилии Шаров. Ну, вообще, Шаров. Шаров. Фамилия, да. Но Прошу для прощения. москвича... никакого прощения не будет. Дело в том, что я уже просто привык, что меня москвичи называют Шаров. Я отношусь к этому как к особой должности. Прочитал. Да. Это москвич. Ну что, мы сегодня будем готовить и уху, и Да. костромские щи, наши местные, так скажем, национальные особенности. И, ну что, давай приступим. Да, рассказывай мне. Очень хочу познакомиться. Вижу много для себя относительно необычных продуктов. Зеленую капусту, черную соль. Давай сразу все не будем выдавать, сделаем заставочку и продолжим. Мгм. Ага, Да. все отлично. У нас будут костромские щи на кабанятине. Дикое мясо. Там мне дали это кабанятина, это лосятина. Я положил все в пакет и перепутал. Вчера тоже вечером варил и тоже положил один суповой. Так у нас огромная кастрюля. Я положил один суповой набор лосятины, а другой кабанятины. Я объясню почему. Вот мы сейчас поставим все томиться, я тебе потом припомним, я тебе объясню, почему я это сделал. То есть мясо уже отварено, разобрано от мелких костей. Бульон здесь кипит на гриле Weber. Вот, и у нас будет такой эталонный рецепт, который мы возьмем за базу. Давайте начнем Нам нужен с казанок. костромских щей. Да. Костромских щей. Да. Все. Давайте перемещаться. В 8-литровом казане в голландской печи, вот такой будем. Я делал у себя на канале, кстати, вот эта вещь хорошая. Я делал в них томленые щи, ставил на ночь суточные щи, томленые такие настоящие. Ставил на ночь прямо в плиту, и оно утром получилось божественно. Конечно, Она можно хорошая. и сверху поставить нагрев на нее. Да. Ну что, выкладываем мясо Да. и заливаем немного этой Бульон. бульона. Мясо очень ароматное. Оно постное такое, видишь, там жира. Я вот столько мяса выварил, накостили, все четко. И жир-то был вот такой тоненький слой. Я его частично удалил. О. Ну, надо рассекретить, наверное, какие ингредиенты мы используем. Это, как я уже говорил, кабанятина с лосятиной на кости вываренная прямо в течение долгого времени. Можно, я, наверное, часа полтора варил в скороварке на медленном огне, она так прошипела 1,5 часа. Поэтому тут уже вообще все Если соки. нет, то говядиной заменяем. Да, если нет, то говядины. Баранина, наверное, не подойдет, потому Свинина что тоже свинины жирновато. тоже нет. Говядина самый раз. Можно любую часть использовать. Это не принципиально, потому что, это же не стейк какой-нибудь. Конечно, Еще ну и это томиться же- долго, да. и так будет мягко. и Поэтому всё все вкусно. будет здорово. Здесь у меня еще есть овсянка, я запарил. Прямо зерна. Не овсяная давленная, а прямо зерна. Мы можем прямо ее закладывать. Потом есть сама щеница. Это верхние листы обыкновенной белокочанной капусты, специально заквашенной, специально сделанной щеница или щаница называется. Белые грибы, которые мы с тобой купили, макарьевские, из горчухи. Лук, лавровый лист, черный перец. Мы с тобой Национальная решили русская. репу, чтобы никто не сказал, что это картошка, там, старославянская. Ну, не начали вот эту вот болтовню. Вот, репа. Чеснок. Чеснок был? Был. Был. Свежая капуста, соответственно, была. Конечно. И топленое масло. Черный перец горошком. Я не буду мы, наверное, не будем дробить. Нет, сделаем. для аромата этого будет вполне достаточно. Так, и теперь все это дело пирогами укладываем, слоями. Я думаю, что вообще прямо будет здорово. Давай? Начинаем с Давай, каши. Тихон, да. Очень приятно, что такие щи пойдут твоим подписчикам. И они смогут это все очень здорово приготовить. Я овсянку люблю, мои зрители это знают.
перловку. Обожаю. Обычно перловку не любят люди, которые в армии служили, говорят, закормили там. Шрапнель, кирзуха, бла-бла. Я это знаю. У меня есть опытники. Так. Дальше у давай нас туда идет убираем. щеница или грибы. Чему лучше? давай грибы. Давай знаешь как, давай щеницу, потом грибы, репу и все капустой сверху закроем. Это в принципе так-то не особо какую-то роль играет вкусовые. В конечном итоге он будет столько стоять. Ну как? Аромат необычный. Держи, выкладывай. Для того, чтобы она была не такая злая, надо попробовать ее. Можно, кстати, просто взять и попробовать. Это же капуста. Как квашеная капуста, можно ложкой. Не, еще. Я попробую. Попробуй. Нет, вообще не злая. Не злая. Бывает просто слишком кислую сделать. Сейчас ноябрь. Собирали в октябре, наверное, капусту. То есть она еще не успела настолько долго. Новый урожай. Да. 20-21. Все, выкладывай. Она даже если будет злая, она все равно станет помягче. У меня, например, родственники ее промывают иногда. Есть варианты, когда ее обжаривают даже. Ну, то есть, типа как. Расскажи, пожалуйста, для моих зрителей. Да. Щеница, основные ингредиенты. Лук, морковь и верхние листы белокочанной Поэтому у нее капусты. более особенный вкус такой Да, получается. вот именно из-за того, что она, вот все, что на поле остается, не перепаханное. Люди более-менее собирают, оттирают, отмывают, прочищают и рубят в специальном корыте. Все. Ну что, репу? Да. Так, репу, Грибы с луком. грибы. Давайте сольем лучше вот эти. Нет, Не будем? зачем? Вкусный, Там ароматный хороший, он бульон, же да. кипятком заваренный, все. Все, щелкач. Слушай, я недавно сделал суточные щи. Людям вообще там зашло. И какой-то там агрессивный, видимо, не совсем далекий парень сказал: да вот у русских такая кухня. Типа, мол, закладываете все и ничего не делаете. Так русская печь. Принцип Русская печь. Ты сначала русскую печь сделай. Построй ее. Потом набери грибов. Это ответ недалеким. Набери грибов и их высуши. Посади репу, сделай. Приготовь сначала продукт. Кабана достань где-нибудь. Или лося. скотоводство хотя бы даже. самое. Или корову вырасти. Ничего не делай. Ну это вообще просто недалекие. Надо обязательно что-то ерзать. Вот все, что до этого, это как бы не считается, а вот поерзать языком и какой-то железной ложкой поскрести, это прямо вот тема. Держи. Да. Хранитель Ну что, ложки. закладываем чеснок. Сколько же здесь? Мы на 8 литров готовим 8-литровый. Ну, то есть, соответственно, берете и убавляете все по своей емкости. Танцуете. Парочку лавровых листиков. Да, давай. Отлично. Здесь. Горох. Гороховый перец. Не горох, а горошковый перец. Или перец горошком еще тоже. Сколько штук? 10. Да. 12. Немного репчатого лука. Туда целую луковицу, да, большую луковицу или две? Две луковицы. Две больших луковицы. Но это не стандартная кастрюля, я еще раз повторюсь. Так, и давай, Свежую капусту. закладывай. Она от температуры усядет, поэтому этого можно не бояться. Да. Сейчас мы ее накроем. А потом можем еще добавить по чуть-чуть и вот так вот. Она даже может сейчас подгореть чуть-чуть. Она подкоптится еще немножко. Да. Сверху. Эффект. И, может быть, сразу посолить, чтобы больше сока отдавало Давай. сразу. И заодно я познакомлюсь еще с одним уникальным костромским продуктом. Это черная соль. Да. Но мы солить будем обыкновенной солью, потому что черную соль ее обычно едят с продуктами, с помидоркой, с яйцом, там, на черный хлеб и так далее. Сейчас я за солью схожу и вернусь. Не познакомлюсь. Я так попробую. Вообще прикольно выглядит. Соль как соль. Ложки хватит, Да. куда пока. Лучше не досолить, Да, чем пересолить. У нас осталось только топленое масло, я думаю, попозже или как? Или сейчас? Можно сейчас Давай можно сейчас. садиться. Все.
В общем, как сказал тот злобный комментатор, да, мы сразу все закладываем. Русские сразу все закладывают. Они долго запрягают, готовят это все, а потом быстро раз и заложили. Ну, так прямо Ну, торт, уже красиво, торт какой-то празднично, да. торт получается. И на душе празднично, и как-то перспективы проясняются. Есть время пойти избой заниматься. Да-да-да. За скотом. Да. Медведя заломать в Да. лесу ближайшем. С балалайкой. Да-да-да. Кабану, сикачу, клыки вырвать. Ну, то есть русские такие обыкновенные наши традиционные забавы. Ну что, мы сейчас закрываем и смотрим на температуру. Да. Как только она начнет, время от времени будем ее приоткрывать, смотреть. Как только она начнет проседать, закипать, мы потом раз, выключим, убавим огонь, закроем крышкой и пусть они томятся. А мы Начнем готовить уху. уху. Нигде нету такого рецепта. Нигде. Если вы даже попробуете поискать в интернете битые уха, Да. кроме города Плес, никаких упоминаний. Никаких. Поэтому уникальный рецепт. Да. Первое видео у нас на каналах будет. Закрываем. Тогда время от времени мы проверяем все, смотрим, как это все, контролируем процесс. А сейчас давай покажем нашим подписчикам, как Потрясающую да, Кострому. где мы гуляли с тобой. Да. Добрый день. Здравствуйте. Откуда вы возите? Это Макарев. 180 километров на восток, Калугинский, чистое место. Я знаю, у меня мама из Мантурова. Ну, понятно. Давайте нам беленьких на зеленые щи. На Да, зелень. один. Ну на сегодня сделаем. Я поняла. А так баночка 1500, везде 2000, у нас подешевле. Я знаю, я у вас брал какую-то простыню огромную, на 6 банок разложил. О, видите? Хорошую только Ага. дайте нам. Ну давайте парочку. Давайте. Вот смотрите, вот Ивана Сусанина старый. Ага. Немножко по-другому была оформлена каланча, временными такими. Вот он был. Вот мы по площади с вами сюда вот вышли, и здесь прошли. Здорово. Вот. Была вот эта вот напорка, но ее снесли, она была... Мы Красивая. по ней прошли, да-да-да, мы по ней прошли. Вот мы отсюда вышли, Ага. вот это областная дума, Да. вот, и туда вы пошли. А, ну здесь Она сейчас была просто прямо, перекресток, фонтан да. был, на фонтане, на месте фонтана здесь есть этот. А вот тут вот Долгорукий стоит. Вот памятник, посмотрите. Он как бы колено преклоненный перед молодым царем. Видишь, ему там 14 лет всего было. Это как раз вот на 300 лет дома Романовых царь приезжал со всем двором в Ипатьевском монастыре, мы сейчас туда съездим. Вот. Вот мы в этот рынок входим. Вот сейчас как раз мы шли по этой улице. Вот в рынок вошли. Колхозный рынок? Да, вот это вот. Давайте вот такое ведрышко нам. Да, щей костромские и квашеной капусты. Сделаем, да? Да. Или трехдневный. Сделайте кисло. И стоящий, когда будешь. Да, она настоится, и все равно кислота уйдет. Вот этого сделаем на 8 литров ведро. И даже, может быть, с капустой, да? Щи зеленые сделать. И свежие, она полегче станет. А если еще кислый добавить, это все прямо. А это что? Это сабельник. Собельник. Сабельник или пеку. Куда его? Поставила водку самогонки.
Чига, вот это гриль березовый чига. Это да, это не знаю. Это знаете, да? Да. А вот сабельники они не знаю. Мать в аптеке на основе бекона. Сколько? Что-то мы по 1200 прямо лупим в точку в третий раз. Третий раз. Рыба на 1200, копченая рыба на 1200. Спасибо огромное. И это тоже на 1200. А мы варенье-то положите туда? 2 штучки. Да-да-да. Еще свежую капусту хотели купить. А, да, свежую. Тоже 1200, я надеюсь, не возьмут с нас. Вот маленькую, давайте возьмем. Нам Делаем небольшую ставки. капусту на разок. Слава, во! Давай, Слав. Только замонтируй, ладно? Возьмем еще одного Славу. Слава в смысле слава или в смысле слава? Как? 50 рублей. Славка, Во. в честь тебя назвали капусту. Это сырная биржа. Здесь днем очень много народу толкается. Все и в очередях стоят, и все И показывают. все местные, да? Да, приходят сюда бабушки местные. Нет, я имею в виду производство тоже Да, все местные. естественно. Только местные. Вот, кстати, карта сырзавода. Оп, смотри. А? Красота. А? Давай чуть-чуть дольем. Нормально, да? Да. Еще чуть-чуть осталось. Пусть будет. Так, я выключаю. Ну что, во. Томится. Смотри, какой золотистый бульон у нас получается. Вообще. Сейчас снимем заставочку, которую вы увидите сейчас. И закрываем, убавляем, самый минимум делаем на четверть гриля. И где-то сколько? 100-120 120 градусов томления. И забываем про него. Все. Пока будем варить, продолжать варить уху. Сейчас будем перекусывать. Кстати, давай перекусим. У нас есть лини. У нас есть, что у нас? Грузди есть со сметаной. Есть квашеная капуста. Красота. Настоящий русский чтобы стол. антипасти, там, Да, закуски да. перед Разогреть основным блюдом. аппетит. Типа, ну, салаты, что салатом? Мы сейчас с закусочками по перерывам. И все. Все, давай, закрывай. Закрываю. Ну, битые ухи мы попробовали, и сейчас Да. начинаем завершать выпуск с костромскими щами. Вот битая уха, если что, здесь. Смотрите на наших каналах. Вот как ты думаешь, из какой миски должен есть москвич, из какой должен есть костромич? Вот из этой москвич должен. Москвич, правильно. Губая дура, да? Но я сегодня в гостях, поэтому могу забрать. Нет, они каждый раз едят, каждый день из таких тарелок, поэтому ничего, если при приезде в Кострому, ты поешь Не, из... здесь душа в таких тарелках. Конечно. А это что? Да, это машина. Урбанизация. Ладно, давай. У-у-у. Давай сначала перемешаем. Ну тут вообще. Давай понюхай. Поставь туда, поставь. Смотри. Ты посмотри. Обалденно. Видал? Вот это да. Посмотри-ка. Это и суп, и второе. Это сделано для того, чтобы заморозить. Я здесь оставлю на ночь. Снег, все. А потом, когда мужики идут в лес, мужики идут работать, бани рубить там или еще что-то делается, это все берется куском замороженным, отрубается и в котелке снегом разбавляется. То есть вода это снег, ее с собой таскать смысла нету. А мы можем с тобой, у меня же есть этот бульон из лосятины оставшийся, вот спокойно взять, нормально? О, Да, он застыл. Смотрите, Холодцом. вообще супер. Во. Вот, вот такая идея, понимаешь, да? Просто добавь воды. Ну да, конечно. Это старорусский бульонный кубик, я все понял. Снег почувствовал, что идет, что будут делаться настоящие костромские щи, и выпал, чтобы попасть туда, понимаешь, логика. Вот мы возьмем сейчас, только фирму не снимайте, они нам за рекламу не платят. Пока. Вот. Но если заплатят, то снимите. Да. Заблюрите. Выглядит просто обалденно. Да? Нормально? Да, И запах, да? да, потрясающе. Мне очень интересно, какая репа на вкус получилась. Потому что в качестве мяса я вообще не сомневаюсь, и я по нему вижу, что оно потрясающее. Сначала гостю дорогому. Это же моя тарелка, прости. С горкой, Раз, что с говорится. горкой. Видите? На, держи.
Но это нельзя оставлять. Я вас разочарую. Это расставлять нельзя. Мы не Так что, оставим. вот, не оставить. Я позабочусь, чтобы это не осталось. Чтобы в тарелке ничего не осталось. Я даже не могу описать аромат. Здесь есть и хлебные какие-то нотки, такие ореховые немножко, и мясной, и вот, видимо, квашеный немножко аромат. Ну, люди, которые либо не ели настоящий щей, либо не разбираются, они могут подумать, что это какое-то примитивное блюдо. На самом деле блюдо очень такое объемное и богатое. очень интересное. Все видели, сколько ингредиентов туда идет. А? Это очень вкусно. Можно 2 раза. Да, 2. О, спасибо. Я прямо... Я в деревню в детство улетаю просто, как вот в том мультике дядя рататуй-то попробовал и маленький Да, стал. и И я также воспоминания. улетаю, все. Ну, просто потому что это незабываемая вещь. Мне кажется, это блюдо угодит и любителям щей, и любителям рассольника. Да. Ну, очень. И любителям хороших таких мясных блюд даже. Ну, Оно многогранное. Да. Оно очень хорошее. Смотри. Попробуй с хлебом, но с черным. Просто вот еще одна грань. чтобы- Макать или закусывать? Смотри, горчица. Не сильно. Крестьянское масло, так называемое. Обалденно. Теперь перешло на уровень теплого холодца. Да. Есть опция сметана. Ну, я думаю, что здесь она может. Ну, честно говоря, вот есть супы, где хочется добавить сметаны, Да. Здесь она красить. вполне достаточно. Здесь не хочется. И капуста уже не кислая, а такая, да? Да, ее даже не чувствуется Отшлифована. практически. Она не выпирает, не стрит, не колется так вкусом. Да. Она мягкая, все сделано. И овес, и перловка супер, мне кажется, здесь. То, что нужно. Без крупы это не было бы таким блюдом. Ну, я уверен, что это не останется. Как бы, так нам надо ребят еще кормить. Мы же забыли. Ну что, Обязательно. давай сейчас по ложечке и заканчиваем. Да. Там Анжелика рукой махает. На, ложкой она машет. Ну, я тогда готовлю еще рецепты, ты тоже готовь. Обязательно. Мы еще обязательно встретимся. Спасибо тебе большое за гостеприимство. Спасибо. Спасибо. Подарки я подарил в прошлой серии. Да. Или в этой. Не забудем, я тебе еще должен грузинского вина бутылочку. Все так прекрасно, друзья. Обязательно подписывайтесь на канал Алексея. И до Спасибо. скорых встреч. Да. Пока-пока. И там еще ссылка на канал Тихона есть. Мало ли вдруг кто не знает. Хотя это маловероятно. Пока. До свидания. До скорых встреч. Recording started. Поехали в Ипатьевский монастырь. А здесь какие-то оборонительные действия проходили в свое время? Что-нибудь было? Были попытки захвата города? Кого-нибудь, может быть, возьмем, чтобы вам рассказали. Хорошо. Спасибо большое. Здравствуйте. А паломническая служба. Ага, вы ко мне хотите, да? Пойдем, Мариночка. Экскурсию нам на полчасика можно сделать? Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Вы так сразу поняли, что это я, да? Так я на вас знаю. Вы самый лучший экскурсовод Костромской области. То что вы? Конечно. История у нас древняя. Монастырь появляется еще в конце 13 века. Это один из старейших монастырей России. Основал обитель татарин ротник хана Золотой Орды. А в это время в Золотой Орде было неспокойно, там шла борьба за власть, и человек, так звали, этот человек решил переехать
на службу князю Московскому, стал, заболел, и там, где река Кострома сливается с Волгой, он сошел на берег и разбил свои шатры на месте будущей обители. Все читают надпись. Я люблю, чтобы у меня народ работал, тем более вы должны работать. Это наш будущий экскурсовод. А мы читаем надпись о том, что на самом деле подарок Дмитрия Ивановича Годунова, дача, от слова «дать», то, что он подарил боярина и конюшеньку, далее Дмитрия Ивановича Годунова. Прочитали? Ну, молодцы. Прям так с налетом на старославянском читаете. Показываете, все понятно. И сразу становится понятно. Вес колокола, а вес эта буква читается как Е. 68 пут. Обратите внимание на герб России. Такой непривычный герб, двуглавый орел, но вместо третьего венца православный крест. Это один из символов Христа Спасителя, символ волевого стремления Христа Спасителя. Так вот, самый большой колокол из 12 подарил Майкл Кенский. Имя колокола царь Михаил, подарен к юбилею династии Романовых. Я очень сожалею, что вы палату не заказали. Ну как так, приехать в колыбель дома Романовых? Очень мало Мы времени. Приедут летом Да. к нам. Так что Летом приедете. приедут, мы на еще неделю. приедем обязательно. Вот недельки через две, чтобы вернулись сюда, я палату покажу. И Хорошо. Годуновские, хорошо. Вот так вот из этого домика началась история правления династии Романовых и подписывал грамоты государь всея Руси Михаил. Так что очень конкретно вот отсюда началась история правления династии Романовых, поэтому и называют наш монастырь колыбель дома Романовых. Троицкий собор построен по указу царя Алексея Михайловича, сына Михаила Романова, в 1652 году. Ага. Мама была на Вот, Востоке. тут вы видела. видите первое имя Рюрик, а его пригласили наши предки вместе с его племением Рус, сказали, придите и правьте, земля у нас богатая и обильная. Интересно, что Кострома подарила России не только настоящих царей, Годуновых, Романовых, но еще ложный царевич Гришка Трефьев, родом из Галича, из-под Кострома. Это еще тот подарочек. Подарила Россия Кострома. Талантливый человек, талант у него не отнимешь. Он сумел убедить многих людей, поскольку его на царство не венчали. Но поляки были везде, в Москве, в Костроме, везде поляки. Поляки рвались. Мы долбили. Потом сами их пригласили, пошли в Польшу, забрали. Собрали. Не нравится, да? Оккупанты говорят. Да. Надо летом, еще и летом приезжайте. Ну, так, То есть очень более красиво. подробная экскурсия. Они расскажут про палаты бояр Романовых, там музей иконы. Все, и они тут прямо вам очень много всего интересного. Ну да, здесь на расскажут. целый день так-то, если, наверное.